Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Анна Исаенко. Я психолог. Уже больше 20 лет в составе авторской группы «Референт» и самостоятельно я занимаюсь сотрудничеством с различными образовательными учреждениями Республики Беларусь и Российской Федерации в плане психологического обеспечения образовательных процессов, обучения и воспитания в детских садах, школах и даже вузах этих стран. И очень много лет вместе с коллегами мы проводили измерения степени сформированности произвольного внимания первоклассников в рамках решения задачи по адаптации малышей к обучению в школе. И мы видим год от года рост количества детей с проявлением минимальных мозговых дисфункций, то есть с минимальными органическими нарушениями произвольной сферы, в частности, внимания произвольного. Это очень мешает детям в первом, во втором классе приспособиться к выполнению учебных заданий, которые требуют длительного произвольного сосредоточения ребенка. Когда он усваивает правила математики, грамматику родного и даже в некоторых школах иностранного языка уже. И если есть какие-то органические нарушения, то ребенок не может длительно поддерживать умственную работоспособность и поэтому плохо успевает в учебе. И перед нашей группой неоднократно ставился вопрос: ну хорошо, вы научились это выявлять, что дальше с этим делать? И именно поэтому мне от души понравился проект PICPAC, когда заинтересованные молодые люди разработали комплекс игр и тренингов в такой увлекательной и привлекательной для детей форме по развитию навыков произвольного сосредоточения и управления своим сосредоточением и умственной деятельностью. То есть выявить можно, но дальше возникает вопрос, что с этим делать. Для выявления мы использовали методику классическую, которая предназначена для измерения степени сформированности произвольного внимания в педагогике, в медицине, в экспертизе, в области профпригодности. Эта классическая методика называется метод корректурной пробы. И у этого метода у этой методики есть много разновидностей, и в частности мы используем тест Тулус-Пьерона. Что из себя представляет эта методика? Она как будто воспроизводит нудную, есть такое русское слово, да, неинтересную, очень кропотливую и тяжелую работу, да, некоторую, где нужно сосредоточиться, да, и проявить два показателя: продуктивность и точность работы. Да. Выглядит это вот так. Да. Бланк тест Тулус-Пьерона. Да. Есть разновидности для детей младшего школьного возраста и для старшего школьного возраста. Они отличаются чем? То есть ребенок 10 раз по 55 секунд, да, есть разработки, где это длится минуту, да, должен рассматривать квадратики, их всего 8 вариантов. Да. Квадратик вписан кружок, часть круга. Да? И отличаются квадратики тем, где находится этот круг: слева, справа, сверху, снизу или по 4 диагоналям. И есть задание перед ребенком. В младшем школьном возрасте есть 2 стимульных квадратика, которые, просматривая всю строку, он должен найти и вычеркнуть вертикальной чертой именно из всех 8 вариантов эти 2. Да? А все остальные он должен подчеркнуть просто линией, как ненужные, не соответствующие образцу. И вот ребенок без перерыва 10 раз, почти по минуте, да, по 55 секунд, вынужден изо всех сил сосредотачивать свое произвольное внимание для того, чтобы сделать как можно больше за отведенное время и сделать как можно меньше ошибок. Диагностической эта методика становится тогда, когда разработаны соответствующие нормы. Да?
какая продуктивность, то есть какое количество обработанных знаков является нормальным для этого возраста, для этого конкретного возраста, для 1 класса, для 2 класса, для 3 и так далее, да, по 7 класс. Дальше, как правило, этот вопрос не является актуальным. Уже дети по разработкам ученых либо переходят на обучение специализированное обучение, либо у них происходит синхронизация процессов в головном мозге, и они могут успешно продолжать обучение. Главное, чтобы вовремя скорректировать их на этапе начала обучения. Так вот, диагностическая методика становится тогда, когда наработаны нормы. Какова продуктивность, какое количество знаков нормально, да, для обработки в 1 классе, какое нормально для 2 класса, какое нормально для 3 класса и так далее. И какое количество ошибок является нормальным, соответственно, по годам. Эту работу исследовательскую выполнила сотрудница факультета социальной психологии Санкт-Петербургского университета Людмила Аполлоновна Ясюкова. И вот есть соответствующая методичка, да, изданная ею в 2003 году, где она расписала по годам показатели продуктивности и точности. И вот тот результат, который вы, возможно, видели, да, форму представления результатов разработали мы, я и моих 2 коллеги в составе авторской группы «Референт». И вот такая распечатка красивая, она выдается на руки школьному психологу или родителям по их запросу. Да? И мы, психологи, проводящие такую диагностическую работу, до сих пор, до встречи с проектом ПИК-ПАК, могли только выявить, да, есть психологические проявления минимальной мозговой дисфункции или нет. И у нас не было ответа на то, что дальше делать с теми детками, которые продемонстрировали психологические проявления минимальных мозговых дисфункций. Вернее, понятно, что с ними надо делать. Нужно дробить урок на маленькие промежутки, когда мозг их способен поддерживать работоспособность, но у каждого из этих детей этот промежуток свой, у кого-то 5 минут, у кого-то 10, а урок в школах Белоруссии и Российской Федерации длится 45 минут. Да? И ребенок несколько раз за этот промежуток вынужден отключаться, в силу особенностей. Я тщательно избегаю слова особенностей заболевания. В наших странах минимальные мозговые дисфункции относятся к легким формам нарушений и даже не всегда считаются каким-либо заболеванием. Это вариант нормы. Но эта легкая дисфункция мешает детям, среди которых могут быть весьма интеллектуально развитые дети, нормально включиться в учебный процесс. И поэтому вот те разработки, которые делают коллеги в рамках проекта ПИК-ПАК, это замечательно. Спасибо.